Шагая ровным строем, они построят свою империю. Империю, которая заберет больше, чем вы можете отдать. Стук в дверь в 6 утра, и время пошло. Жаль, что он не знал, что система не имеет обратного хода. Путешествуя по джунглям необитаемого острова, дети внезапно находят глубинные причины глобальной катастрофы. N Foundation представляет история жанра антиутопия, акт 1, глава 2, параноидный синдром. Чувствуете что-то странное? Перестали узнавать знакомых и родственников? Постоянно видите людей со стеклянными глазами на улице? Мучает необъяснимая паранойя? Говорят, что пора обратиться к психиатру? Еще вчера все было в порядке, а сегодня люди вокруг вас изменились до неузнаваемости? Возможно, вы стали свидетелем вторжения похитителей тел. Memories or not, he isn't my Uncle Ira. Wilma, I'm on your side. My business is people in trouble, and I'm going to find a way to help you. После Второй мировой войны фантастика переживала новый рассвет, а все ужасы, связанные с глобальным конфликтом и последовавшей за ним холодной войной, дали новый импульс жанру хоррор. Именно на стыке этих жанров в 1955-м вышел роман Джека Финея «Похитители тел». Тема инопланетного вторжения, популяризованная еще в конце 19 века, будоражила умы миллионов любителей фантастики, но такой уровень саспенса и психологизма мир увидел только в последующей экранизации произведения. Вторжение похитителей тел обладает мощным социальным подтекстом, который не теряет актуальности даже спустя 70 лет после премьеры. Времена меняются, но социальные страхи остаются, пусть и меняют свою форму. США в 50-е охватило время охоты на ведьм. С одной стороны, наступление маккартизма, прямо нарушающее права и свободы граждан. С другой, страх красной угрозы и возможность шантажа и вербовки со стороны Советского Союза. Hello, this is Dr. Bennell. This is an emergency. I want to talk to the Federal Bureau of Investigation in Los Angeles. Can you make them believe you? I've got it. Where do they come from? Режиссер фильма Дон Сигел прямо отрицает, что вложил в свой фильм эти параллели, но пройти мимо них при просмотре картины практически невозможно. Атмосфера тотальной паранойи и бессилия перед невидимым на первый взгляд медленно расползающимся тоталитарным обществом людей-стручков делает вторжение похитителей тел острым социальным комментарием к окружающей нас действительности и позволяет отнести картину к жанру антиутопия. Адаптацией романа занимались Дэниел Мэйн Уоринг и Сэм Пекинпа. Работа последнего, впрочем, не была отмечена в титрах. Также, по заверению Сэма, он заметно переписал и улучшил сценарий Мэйн Уоринга. В будущем Пекинпа станет режиссером и сценаристом культовых «Дикой банды» и «Соломенных псов». Главную роль в фильме заполучил обладатель Золотого глобуса и номинации на премию «Оскар» за фильм «Смерть камевояжера» Кевин Маккарти. Фильм получился по-своему новаторским, открывающим новые грани жанра социального хоррора, что, впрочем, не спасло его от кассового провала. Критики также проигнорировали картину. Спустя 2 десятилетия Филипп Кауфман снимает вторую экранизацию романа под тем же названием. Место действия переезжает из маленького городка в крупный мегаполис. Актерский состав выдался поистине золотым. Главную роль получил великолепный Дональд Сазерленд, а на подмогу ему пришли Джефф Голдблюм и Леонард Немой. Идеи оригинала получили свое развитие в более масштабных декорациях,
А камео Кевина Маккарти словно передает эстафету следующему поколению актеров. Также в фильме засветился режиссер оригинала Дон Сигел, что продолжает тему смены поколений в этих двух лентах. Говоря о примечательных камео, нельзя не сказать о появлении Роберта Дювала в роли священника в начале картины. Оператор Майкл Чапман идеально перенес нуарные нотки оригинала, вдохнув уже неонуарную эстетику в свою работу над ремейком. Все эти факторы, вкупе с великолепной работой режиссера и его любви к ленте 1956 года, позволили вторжению похитителей тел собрать около 25 миллионов долларов при бюджете в 3,5. Отзывы критиков оказались неоднозначными. Спустя время оригинальное вторжение признают одним из выдающихся фильмов в жанре научная фантастика. В 1994 он включен в Национальный реестр фильмов США. В 2008 году Американский институт кино поставит его в десятку лучших картин жанра. Версия 1978 года станет прецедентом, как один из лучших ремейков в истории кинематографа. В 1998 году журнал Entertainment Weekly опубликует топ-100 кинокартин sci-fi жанра, где ремейк и оригинал окажутся на 8-м месте, обойдя дилогию «Чужих» и встав на один пьедестал с «Метрополисом», «Космической Одиссеей», «Звездными войнами» и «Стартреком». Hello. Matthew Bennell. Yes. I'm Michaels. I'm with the Federal Preparedness Agency. Yes. Now these reports of strange unexplained diseased bodies. История процесса началась в центре Европы, в одной из многих австрийских деревушек. Именно там продюсер Александр Салкинд нашел режиссера Орсона Уэллса, чтобы предложить ему поставить фильм «Тарас Бульба». В ходе предварительной работы выяснилось, что повесть Гоголя уже экранизируют в Аргентине. Поэтому Салкинд предложил Уэллсу список около 80 произведений на выбор, среди которых и был «Процесс» Франца Кафки. Спустя полугода работы над сценарием съемки начались в Югославии, затем добрались до Франции и Италии. Премьера состоялась в декабре 1962 года в Париже. Фильм получил неоднозначную реакцию в прессе. Самый тяжелый удар критиков получил Энтони Перкинс, исполнивший роль обвиняемого, бюрократа Йозефа Кей. Что ж, возможно, в начале 60-х у многих были проблемы с анализом этого глубокого произведения. Процесс выстроен по логике мутного сна, дезориентирующего кошмара. В этой истории нельзя найти точку опоры, а чувство некоторой потерянности не покидает до финала картины. Quite honestly, I can't remember a single offense that could be charged against me. It's obviously a mistake. Something very trivial. Йозеф, проходя через бесконечные индустриальные коридоры, словно путешествует по фрагментированному потоку сознания другого человека. Персонажи, которых он встречает на своем пути, как будто лишены некоторой части своей души. Им недостает эмпатии, трезвого взгляда на происходящие события. От этого и сам Йозеф Кей окончательно перестает понимать и адекватно оценивать обстановку, в которой он оказался. Перформанс Энтони Перкинса, задуманный гением Уэллса, полностью оправдал себя. Потерянный, находящийся на грани нервного срыва Йозеф Кей является одной из лучших ролей великолепного американского актера. Стоит также отметить Акима Тамирова, который сыграл максимально опустившегося клиента адвоката Хаслера. Его персонаж выступает зеркалом, возможным будущим Йозефа, поглощенного системой. Антагониста, адвоката Хаслера, ввиду ограниченного бюджета сыграл сам Уэллс.
Орсону удалось создать прекрасный, демонический образ циничного адвоката, который является всего лишь первым стражем Левиафана в этой системе. В этом психоделическом безумии также нашлось место и для темы сексуальной неудовлетворенности Йозефа. Актрисы Жанна Моро, Роми Шнайдер и Эльса Мартинелли являлись одними из самых красивых и стильных женщин своей эпохи, что добавило нотки пикантного эротизма в кинокартину. Get out of my way. Maybe you wanted some practice in fooling an innocent man. Perhaps you found some amusement in the fact that I seriously expected you to be interested in justice. Но в конечном итоге, что же хотел сказать Уэллс в своей картине? Фильм начинается с притчи «У врат закона», являющейся кратким пересказом сюжета всей ленты. Она повествует о том, что между человеком и законом всегда есть страж, и только он решает, получит ли человек честный и справедливый суд, или так и останется в темном мире анархии. Главная тема, которую поднимает Уэллс в своей картине, является насквозь прогнившая логика бюрократического аппарата. Раскрытие этой мысли начинается с обыска в квартире Йозефа, где инспектора пренебрегают всеми моральными нормами, заставая врасплох обвиняемого и перевирая смысл его высказываний. Впоследствии выясняется, что судебная система этого мира настолько огромна, что люди, единожды обвиненные в чем-либо, никогда не дождутся своего приговора. Процесс будет длиться до конца их жизни. Один из персонажей, домовладелица Питл, говорит Йозефу о том, что его дело является своего рода научным экспериментом. Ведь ему так и не сказали, в чем его обвиняют. Этот прецедент должен сломать презумпцию невиновности, ведь каждый человек в своей жизни совершает плохие поступки, за которые его можно осудить. Тем более, когда сами законы устанавливают те, кто выносит приговор. Интересно, что мы так и не увидим ни одного судью в фильме. Доступ к этой высшей касте дан лишь очень узкому кругу людей. Даже финальный приговор оглашает адвокат Хаслер после того, как Йозеф отказывается играть по правилам этой системы. Любопытно, что Кей не является в прямом смысле врагом государства. Он такой же чиновник, как и другие. В попытке обойти заданные правила он терпит провал и, осознавая свое безвыходное положение, отдает себя в руки так называемого правосудия. You came to see me about this case. That's good. It's a most... Фильм вышел действительно выдающимся, как в творческом плане, так и в техническом. Оператор Эдмон Ришар с помощью нестандартных ракурсов и нетрадиционного использования фокусировки камеры смог виртуозно передать психологическое состояние главного героя, а зрителю подарить ощущение измененного сознания. Исходя из всего вышесказанного, процесс Орсона Уэллса является, пожалуй, одной из самых примечательных и глубоких работ в жанре антиутопия за всю историю кинематографа. Victim of some kind of conspiracy. That's a symptom of lunacy, isn't it? Delusions of persecution. Delusions? Well, I don't pretend to be a martyr, no. Работу над своим дебютным романом Уильям Голдинг начал еще в 1951 году, будучи обычным школьным учителем. Пройдя Вторую мировую войну, в том числе высадку в Нормандии, и по-настоящему увидев всю темную сторону человечества, он напишет одно из главных произведений 20 века «Повелитель мух». Спустя 3 года Голдинг обойдет десятки издательств, но везде будет слышать только отказ. В итоге, доработать роман до идеального состояния ему поможет редактор Чарльз Монтейт из Faber Reader.
Он и предложит культовое название вместо невразумительного Strangers from Within. Книгу издали в 1954 году, но особой популярности она не снискала. Лишь к концу 50-х интерес к роману начал постепенно нарастать, и его даже начали пропагандировать во многих учебных заведениях Великобритании. Именно тогда театральный режиссер Питер Брук заинтересовался в экранизации аллегорической антиутопии, в чем его поддержал и сам Голдинг. Съемки пришлось ненадолго отложить из-за операции американцев против режима Фиделя Кастро, известной также как высадка в заливе Свиней в 1961 году. Остров Вьекес, на котором и должен был сниматься фильм, был занят госпиталем ВМС США. К сентябрю ленту уже доставили во Францию для последующего монтажа. Премьера состоялась только в 1963 году на Каннском кинофестивале. В начале фильм дает краткую, несколько туманную экспозицию. Большой самолет в сопровождении маленьких терпит крушение над океаном. Исходя из оригинальной, неотредактированной версии романа, где присутствовали сцены эвакуации людей, мы достоверно можем сделать вывод о том, что во вселенной кинокартины началась ядерная война. После авиакатастрофы погибли все, кроме детей школьного возраста. Им и предстоит выживать и построить на необитаемом острове новое общество, как, впрочем, и людям, оставшимся на большой земле. Взяв ракушку, Ральф, главный герой картины, призывает остальных выживших к себе. Таким образом, цивилизованные английские дети формируют протодемократическое общество с голосованием и правом высказывания путем передачи рога друг другу. Постепенно между лидером общины Ральфом и главой хора Джеком возникает острый конфликт. Джек и другие, примкнувшие к нему, становятся кастой охотников. Постепенно, осознавая свою власть и опьяняясь ею, Джек создает свое племя, подчиняя своей воле всех остальных. В один из моментов рог демократии пропадает, что означает конец любой свободы на этом острове. Этим сюжетом Голдинг полемизирует с идеей о детях как невинных жертвах общества взрослых. В самом человеке, неважно какого он возраста, всегда есть темная сторона, и борьба с ней есть единственный долг человека. Ядерная война есть большая аллюзия на моральную деградацию и тотальный крах общества. Повелитель мух есть не что иное, как сам дьявол. Сатана поглотил как всю большую землю, так и души этих, казалось бы, цивилизованных детей. Они постоянно боялись невиданного зверя, проводили языческие ритуалы, преподнося ему дары, но так и не поняли, что сами стали тем, чего искали. Первобытные маски раскрепостили в них самые потаенные и ужасные места человеческой души. Христианская тематика пронизывает все произведение. Джек, охотник, словно библейский Каин, сеет зло и уничтожение всем на острове. Скоро приходит и очередь отстраненного от власти Ральфа, единственного, кто сохранил огонь цивилизации и разума в этом богом забытом месте. Каким-то чудом остров находят английские моряки и спасают Ральфа от жестокой казни. Казалось бы, счастливый финал, но теперь дети вернутся в совершенно другой мир. Мир, уничтоженный гордыней. Мир, охваченный ядерным пеплом. Мир, где торжествует повелитель мух.
В целом, фильм вышел довольно близким как по тексту, так и по духу оригинала. Критики благосклонно оценили картину, отмечая неплохую для детей актерскую игру, отличную операторскую работу Тома Холлимена и талант самого Питера Брука. В Каннах «Повелитель мух» был номинирован на Золотую пальмовую ветвь, а в Соединенных Штатах вошел в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков. Известная алхимическая мудрость гласит, что вверху аналогично тому, что находится внизу. Политические баталии между сильными мира сего происходят обычно где-то далеко, но есть другая, незримая война. Отчуждение от общества ведет к довольно острым психологическим испытаниям, пройти которые с честью и достоинством может далеко не каждый. Легко потерять себя, когда надежды нет, а бездна смотрит на тебя с широко раскрытыми глазами. Но потеряв все без остатка, мы остаемся наедине с самими собой. Именно в этот момент ставки высоки как никогда. Какой будет эта встреча? Что вы увидите в отражении зеркала? Враг пробрался не только в ваше государство, общество и личное окружение. Возможно, он уже внутри вас. И в этой битве только вы решаете, какое начало возобладает. Если только это не еще одна безумная теория заговора. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 1, глава 2. Оставайтесь на связи. Все ссылки в описании. La haine, de proche en proche, dit l'amour.